Всем доброй ночи. Сегодня я показываю одну из самых сильных чисток, которые можно осуществить, если желаешь помочь человеку, и не только человеку, но и родным человеку. Иногда, если на человека что-то наводится, страдают и родные люди, которые рядом с этим человеком находятся. Если вы заметили, я не употребляю термин «мощный» и всякое такое, потому что я считаю, что такие мещанские дешевые термины, они подходят аферистам для заманухи, но никак не настоящим практикам. Итак, я сегодня коротко сейчас расскажу, что я делаю. Я немножко устала, голос хрипит, не обращайте внимания на голос, вы просто внимательно послушайте, что именно я делаю. Вообще меня в этой жизни должны судить не за внешность, не за голос, не за мою личную жизнь, а за мою работу, я так считаю. Все остальное это мое личное. Итак, вы перед собой видите две свечи, белые и черные. Это символизирует свет и тьму, но прошу не понимать слово «свет» как Божьи ангелы, святые, иконы и всякое такое. Нет. Свет – это душа природы, это сила природы, стихия, вода, воздух, огонь, земля, ветер и так далее, камни, все что угодно, все живое, все относится к природе, к белой силе. Итак, стихия, природная стихия, белая сила, ее называют белая матерь по-другому. Вторая сила, черный отец называется, либо темная сила. Темная сила – это дебри души человека, это астральные миры, это потусторонние миры, это измерения, где находятся души, это бесы, это те, которые ими командуют, заведуют и приказывают им и так далее. Это относится к тьме, темной силе. Белая и темная сила гармонируют, друг без друга не могут находиться и не могут существовать. Так что прошу это тоже понимать. Когда вам говорят, что они белые колдуны, белые ведьмы, белые и всякое такое, и ведуньи, и не знаю, кто они там такие, это все чушь собачья, которая просто придумывают для того, чтобы вешать лапшу вам на уши. Нету белых, серых, зеленых, красных, не существует. Либо человек вот таким образом практикует, либо человек относится к тьме, к левой стороне, левой дороги, как мы называем. Либо он так просто, знаете, любитель, который прочитал пару молитв и считает, что он что-то там может. Впрочем, решать вам, это ваши деньги, вы им относите эти деньги, вы им платите и постоянно показывают вот эти мошенничества, обманы, вы сами виноваты. Прежде чем обращаться, хорошо изучите, что вы хотите от этих людей, как они это делают, каким образом и так далее, и так далее. Посмотрите вообще на их работы, существуют ли такие работы. Если о них отзывы, идите к людям через четвертые, пятые руки, узнавая хорошо, к кому вы идете. И такому человеку тоже легко будет с вами работать, потому что вы уже будете иметь представление, кто он есть и как с ним обращаться. Итак, давайте сейчас остановимся на этом и продолжим. Сегодня я очищаю Софию и вместе с ней и ее семью. Что там, как, почему я это делаю, почему я показываю на ее примере, это уже только мое дело. Я объяснять, отчитываться не буду. Просто вам показываю, а вы смотрите и на примере Софии научитесь, как помогать людям. Итак, берем черную свечу. Хочу вам объяснить, свечи, благовония и прочее, это больше для того, чтобы показать свое уважение, поклонение этой силе, а значит усилить работу этой силы касаемо вашей просьбы. А так они принципиально не особо важны, потому что в древние времена не были цветные свечи, в основном делать своими руками. Здесь важна стихия огня, энергия, исходящая от благовоний, поскольку они тоже природные материалы, чтобы духи не брали у вас плату, а хотя бы как бы компенсировали энергию вот этим всем, чтобы вы не так уставали. Если видите ворон, ворон это проводник между мирами.
символ. Каждый человек, каждый практик свой алтарь оформляет, как он считает нужным. Я считаю, что каждая сила должна получать свое поклонение и свою красоту, свое оформление и уважение. Тогда, естественно, все работы будут проходить очень хорошо. Итак, начали. Над фотографией человека вводим черной свечой и говорим: свет и тьма, слушайте меня. Снимите все гиблые заделы, отзовите темных духов, 12 адовых дочерей, 13 адовых сыновей, темных духов, земли, воды, воздуха и ада. Отзовите их, запретите их. Запретите им вредить Софии и ее семье. Тьма, открой свои врата. Забери темные духи. Закрой пекловые врата и обратно их не отпускай. Раз сказала, за раз отозвали. Из погоста в погост иди, из земли в землю, из воды в воду поди, из пекла туда же, духи бродячие, да бесы черные. От Софии отцепитесь, свалитесь, сгиньте. Стражи мои, стражи, пусть вас гонят обратно в свои дома. Не я приказываю, а сам дьявол вам приказывает, заклято. Берем спички, можно лучинки, можно что угодно, все, что дает огонь. Как огонь гаснет, так всякое скверно с тебя снято и погаснет истинно. Как огонь гаснет, так всякое скверно с тебя снято и погаснет истинно. Как огонь гаснет, так и всякая скверно с тебя снято и погаснет истинно. Берем вот с водой емкость. Черный отец, белая матерь. Придите, стойте, послушайте, помогите. Слуг своих отправьте сюда. Прикажите им снять с Софии и по крови ее идущие всякую скверную порчу, заделы гиблые, что отправили, что начитали, что сама сняла, что сама нацепила, кто пришел, кого звали, но кто нежеланный, пусть уходит. Да будет так. Стихия воды, стихия огня. Великая сила. Вам кланяюсь, вас прошу. Помощи, подмоги. Защитите, помогите. Всякую скверну снимите. Что не ее, обратно заберите. Да будет так. После того, как это сделано, читаем защиту. Не советую эти вещи читать простым людям, еще раз говорю. Хотите умереть? Читайте. Очень многих потом находят в сумасшедших домах из-за того, что их энергию сожрали вот эти силы, к которым они обращались и с которыми решили пошутить. Итак, берем ступку, вот так водим по кругу, символизирует круг земли, круг духов, круг жизни и так далее, и так далее. Круг. Из сухой долины, из тенетов мрака призываю силы из немого града, те, кто неподвижны, чьи глаза пусты. К вам я обращаюсь, будьте мне верны, стражи ночи грозной, вы движимы тьмой, будьте же покорны ныне предо мной. Тлен и кости знак мой, смерть моя подруга, мертвых вызываю из 7 круга. София, что перед вами, пусть вами охраняется, никому коснуться ее не давайте. Взгляд пусть потускнеет, ноги подкосятся, тех, кто все же посмеет ее касаться. Жизнь его покинет, разум омрачнеет, кровь его остынет. Жизнь его возьмите, вот моя вам плата, как сказала свершится власть моя из ада. Отныне до веку круг бесовской вокруг тебя встанет, горой спасет, поможет, в обиду не даст, да будет так.
Все снято. Первое скинуто, снято, заклято. Второе скинуто, снято, заклято. Третье скинуто, снято, заклято. Да будет так отныне и до веку. Истинно. Аминь. Вторую часть, которую я буду с ней проводить, это я показывать не могу. Я не считаю нужным. Если кто практикует, то у того есть ключ, то есть знание, как это начинать, как сделать, чтобы не навредить ни себе, ни другим. Но уверяю вас, что утром она проснется обновленная, и все бедствия, которые были, одним махом просто-напросто отсекутся в сторону, как будто их и не было. Это и называется работа, практика, магия, называйте как хотите. Всего доброго. Спокойной ночи.